Итак, сегодня 7 июня, и вот уже 3 месяца, как я покинула дом. Покинула не по своей воле, я беженец, я убегаю от войны. Все эти 3 месяца я хотела записать все, что со мной произошло, но меня останавливала одна простая мысль. Столько трагедий вокруг, столько горя вокруг, причем оно такое нечеловечески ёмкое, какое-то мощное, огромное, что, в принципе, кому может быть интересна история там о одинокой тетке, которую носят по миру. Я работала в музее достаточно долго, 10 лет, и вот этот опыт, он мне дал понимание того, что большая история, она складывается из маленьких пазлов. И поэтому я все-таки решилась, пока я все помню, пока еще очень остры воспоминания, ощущения, я решилась записать то, что со мной произошло, хотя, если это будет интересно, то только мне, но это тоже результат. Накануне войны моя лучшая подруга Раиса, она говорила мне, причем так интересно, вот европейцы, все наши европейские знакомые, они все были уверены, что война будет. А мы, жители Украины, мы до последнего, хотя, конечно, эта война, она витала в воздухе, но мы до последнего надеялись, что самое плохое не произойдет и что худшего не случится. Так вот, Раиса, мы связались с ней в очередной раз, и она говорит: ты знаешь, судя по всему, будет война, приезжай, перебудешь у меня, пересидишь у меня. Она живет в Нидерландах. Я очень хорошо помню этот разговор, и я сказала: нет, 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 категорически нет. Я строила свою жизнь, мне 60 лет, я вела свое гнездо ветка за веткой. Я слепила его, как бы слепила свою жизнь. Как я могу сейчас это все бросить, как я могу сейчас это все оставить? И я не хочу жить вообще без своего дома. И будь что будет, и если случится самое плохое, ну вот выйду там под бомбой и умру погибну вместе со своим домом. Это были мои слова, мне сейчас за них стыдно, потому что действительность оказалась куда суровее, куда жестче, куда страшнее. И первые же обстрелы, я проснулась, как и вся страна, в 5 часов утра 24 февраля от взрывов. Бомбили Харьковский аэропорт, авиационный завод, который рядом, недалеко от того района, где я живу. Так вот, первые же обстрелы показали, что я совершенно беспомощна в этой ситуации. Я впала в абсолютный ступор. Я была напугана до такой степени, что я не могла здраво мыслить. Я не могла собраться, я не могла понять, что мне делать, как мне поступить. Меня трясло, и панические атаки такие наступали. Вот я сейчас об этом говорю, у меня сейчас делается вообще как бы плохо с моей головой, а вот что тогда делалось. Трясет, и я не могу ничего сделать, ни дыханием, ни какими-то уговорами, я не могу эту дрожь унять невероятную. И здесь опять же нужно отдать должное как бы моей подруге Раисе. То, что я уехала я из Харькова 6 марта, это, прошу прощения, 2 марта, это полностью ее заслуга. Она просто собрала меня в кучу, слепила и просто говорила мне, что нужно делать, как нужно действовать. И еще одна девушка, Яна, спасибо ей большое, она тоже меня поддержала, потому что
Тогда было непонятно, ехать, не ехать, насколько это надолго, куда ехать, как. Знаете, решающим для меня вот фактором, то, что я решила поехать, стало то, что я перестала мыться. Потому что и вода горячая была, и газ как бы был, и возможность была принять душ. Но я боялась раздеться, я боялась, что я войду в душ. И в это время что-то случится, как бы прилетит в дом, а я голая, завалы начнут разбирать, я там лежу голая. Какой позор. Это, кстати, я от очень многих людей слышала, что у них тоже вот они спали в одежде. Одним из таких моментов, от чего я отказывалась ехать, я очень волновалась, как я перенесу дорогу сама. Но тут опять же спасибо Раисе. Она сумела организовать мне попутчицу. Она обратилась в Фейсбуке с таким сообщением, постом, что вот у меня есть подруга, которая в Харькове, я хотела бы ее вывести в Украину, я ее встречу на польской границе, но она боится ехать сама в этом хаосе. И нашлось несколько человек, которые сказали, я тоже хочу увезти свою родственницу. И она тоже, значит, вот у меня одна. И таким образом сконнектили нас с замечательной женщиной Мариной, которая отправлялась к своим родственникам в Данию. Эвакуации первых дней был такой страх, такое напряжение, такое непонимание, такой хаос, что это было очень серьезное испытание. Часть дороги мы проехали в электричке до Винницы. Говорить о том, что на вокзале было очень много людей, была толпа, столпотворение, об этом даже говорить не нужно, все, кто это все прожил, все это знают. Но уже в Полтаве уже вошли к нам в поезд в первые волонтеры и принесли нам бутерброды и воду. То есть уже начиная как бы с первых часов дороги было понятно, что ты не один, что вот вся страна и люди за границей, они готовы тебе помочь. И вот с этим ощущением помощи я с ним живу до сих пор. И сказать, что мы за это благодарны, это ничего не сказать. Это то, что, в принципе, дало силы жить. Очень тяжелым был участок дороги от Винницы до Львова. Мы ехали стоя, поезд был переполнен. Много было очень пассажиров с животными, с собачками, с кошечками. И это было и сложно, и очень невероятно трогательно. Люди, которые не оставили своих домашних питомцев, домашних любимцев, понятно было, что это такой вот срез человечности. И еще раз про помощь, которую мы встречали все время на протяжении нашего пути, начиная от Полтавы, когда молодые ребята принесли нам в электричку первые бутерброды, заканчивая Львовом. Человек нас пустил на ночлег совершенно бесплатно, накормил борщом, отвез нас на пункты, где мы пересекли границу. Это было, конечно, самое тяжелое испытание. Это длилось около 12 часов. Холод, все это стоя на ногах, без возможности воспользоваться туалетом, с огромным количеством людей. Но мы прошли это испытание. И 6 числа, 6 марта, Раиса, подруга моя, встретила меня, а с нами еще была ее семья. И мы отправились в наш новый путь, в нашу новую жизнь. В моем случае это были Нидерланды. Я не знаю, как назвать этот фильм, но, скорее всего, я назову его «Невесомость». Потому что вот эти 3 месяца я себя чувствую некоторым образом в невесомости.
ты вырван с корнем из земли, ты вырван с корнем из своей жизни. Почему, зачем, за что ты всю жизнь поступал правильно? Всю жизнь последовательно делал какие-то шаги, которых от тебя ожидало общество, ожидало жизни, исполнял какие-то свои моральные, нравственные законы, честно трудился, и вдруг остаться не просто как бы вырванным из жизни, а вырванным вообще из системы координат, из своей страны, которую ты любишь, какая бы она, какой бы она нелепой и не казалась кому-то и непонятной. Мы все в растерянности, мы в огромной растерянности, потому что мы не можем понять, как можно взять и разрушить жизни человеческие, судьбы, почему, за что, по какой-то абсолютно надуманной причине, ведь это же всем понятно, даже тем, кто рассказывает про то, как мы 8 лет бомбили Бомбас. И они, это понятно, что это отговорки, и тебя ненавидят только потому, что ты украинец, только потому, что ты выбрал вместе со своей страной жизнь отличную, хочешь жить лучше, стараешься, делаешь все для этого, и за это тебя хотят уничтожить. И тебя вырвали с корнем, и ты болтаешься в невесомости, и непонятно, что будет с тобой. Что будет со страной, потому что прежде всего, конечно, это связка, и жизнь твоя зависит от жизни страны. Непонятно, как жить сейчас. Вот 3 месяца – это состояние напряженности, состояние ожидания, состояние какого-то принятия или непринятия. Имеешь ли ты вообще право жить или не имеешь? Это отложенная жизнь, это постоянный какой-то стыд невероятный, что ты здесь в тепле, в добре, в благополучии, в то время как люди на родине гибнут, и тебе хочется разделить, с одной стороны, судьбу родины своей, с другой стороны, ты понимаешь, что от того, что ты там будешь болтаться, и это ничего не решает, это никому не поможет, это только лишняя нагрузка на волонтеров, да, которым нужно тебя гуманитарной помощью обеспечивать или, не доведи Господи, опять вывозить. И вот это вот состояние, наверное, его слово невесомость, оно его хорошо описывает. Состояние, когда ты болтаешься, тянешься листьями кверху, корнями к земле, а не можешь ни до того дотянуться, ни до другого. И так страшно вообще, что будет с тобой, что будет с Родиной, что же будет с Родиной и с нами. И грады, ураганы, смерчи, чем там еще они в нас стреляют. Все это над твоей головой, над этим деревцем, и это деревце трясется, и листочки с него слетают. И выстоит ли оно? Выстоит, потому что, войны, мы понимаем, рано или поздно заканчиваются, и люди живут и выживают, и не в таких передрягах выживали. Помощь, участие, тепло человеческое. Знаете, дорога была очень сложная, я уже об этом говорила. Это несколько суток, практически на ногах, без сна. И, как-то мы держались, и вот я не плакала всю дорогу. А когда мы приехали в Польшу, Перемышль, там лагерь, торговый центр был переделан в лагерь, и ко мне подошла девочка и говорит: может, пани, что-то треба, надо?
Может, пани надо шапочку или пани надо рукавички. Я разрыдалась. Разрыдалась и разрыдалась от того, что я поняла, что это мои, наверное, первые слезы, да, с начала войны. Но не последние. И вот сегодня 3 месяца ощущение невесомости, ощущение ожидания, надежды, смешанной со страхом, с болью, с обидой, с отчаянием. Ну и, конечно, честно говоря, поднимается ненависть из глубины. Ненависть вообще к тем, кто все это затеял. Ненависть к тем, кто это все одобряет. И единственное пожелание тем, кто одобряет и поддерживает эту войну, я вам хочу, чтобы вы испытали, пожелать, чтобы вы испытали вот то, что испытали мы. Чтобы вы оказались в 60 лет без дома, без своего угла, где-то без непонятно с какими перспективами, с болью, с потерями. Может, тогда вы поймете, как это плохо. Как это плохо, как это больно. Для чего я снимаю это видео? Ну, прежде всего для себя. Сказать себе, что долго находиться в состоянии невесомости нельзя, как мы знаем. Атрофируются все мышцы, атрофируется мозг, атрофируются чувства. 3 месяца достаточный срок для того, чтобы понять, что состояние невесомости, оно должно закончиться. И нужно начинать действовать. Ну, что спасет? Спасет работа, конечно. Спасибо принимающей стороне, которая разрешила нам, людям, которые здесь находятся под временной защитой, работать. И спасибо голландскому законодательству, которое, можно сказать, меня омолодило, потому что если в Украине я была на пенсии, и ушла на пенсию в 60 лет, и готовилась отдыхать, и готовилась путешествовать, и рассказывать о своих путешествиях, и делиться своими впечатлениями, своими открытиями, то теперь в Голландии, где пенсионный возраст достигает 67-68 лет, я еще оказалась молодой, трудоспособной, и могу работать. Не просто могу работать, а должна еще работать 5 лет. Поэтому вот такое вот неожиданное продление молодости, зрелости. Так что пора покончить с периодом невесомости. Нужно приобретать вес, и нужно давать вес и оценку всему, что вокруг. Поэтому будем ставить цели ежедневные, будем стараться их достигать, стремиться, и будем стараться работать.